Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин. Немножко расскажу про линеры и про их практичность. И некоторые лайфхаки, которые я использую для того, чтобы работать с линерами. Расскажу вот про этот конкретно. Это Pigma Graphics 3, и он чем хорош? Это очень интересно. Вот, например, мой лайфстайл называется «Где упал, там и делаю скетчинг». Мое моноколесо, как обычно, кофе, сам линер, вот он такой. Моя сумка для эскизов и для скетчбука, и, соответственно, сам скетчбук. Ну, вот сюда присел и работаю. И, например, про тот тип линии, который может дать вот этот линер. У меня обычно проектная графика для того, чтобы иллюстрировать ландшафтные архитектурные проекты. Но, соответственно, всю эту историю можно переносить и на любое декоративное рисование, или рисование там дизайна, или иллюстрации, или графики какой-либо графики, да. И вот такое вот сочетание очень интенсивных линий, как вы видите вот здесь, например, бамс, принес тень, бамс, принес тень, бамс, принес тень, бамс, нарисовал форму образования. И вот еще немножко прическу. Вот такие декоративные паттерны можно рисовать и тут же увеличивать область тени и делать, вот, например, вот этот орнамент намного более интенсивным. Что происходит? Вот, например, я сажусь куда-то, у меня на кармане вот такая история, ну вот тут еще одни линеры. Делаю вот так, делаю вот так. Растопыриваю мой скетчбук и радостно тут же рисую. Практически нет никакой задержки. Это очень любопытно. Вот сейчас я проговорю вот этот вот момент про задержку. В моей картине мира очень важно, чтобы я не имел никакой паузы между тем, что, вот, например, ко мне пришла идея в голову, и я начал тут же выкладывать ее на бумагу. Я думаю, в этом деле супер важна спонтанность. Если есть спонтанность, то все легко. То есть для того, чтобы перейти от непосредственно к скетчингу, от любой моей деятельности, вообще от любой. Я вот иду по улице, я увидел симпатичное место, удобное. У меня в голове проектная идея, я думаю, я присяду, у меня есть там сколько-то минут, у меня есть кофе, и я радостно поскетчу. И тогда прикол такой происходит, потому что вот эту вот деятельность делать становится просто легко. А если для этого у вас есть еще простые, практичные инструменты, то нет вообще проблемы заполнять свой мир, свой скетчбук, свою жизнь вот такими вот симпатичными небольшими зарисовками. Но вот этот вот рисунок, он сделан на сочетании перьевой ручки и вот этого линера. Потому что вот это вот можно понять по таким интенсивным пятнам, очень характерным для именно вот этого линера. Я делаю так, и приношу туда фрагменты тени. Тень ритмичная, тень прерывистая, тень создает ритм и работает над задачей моего рисунка. Все вместе выглядит вот так. И если вам симпатична моя графика, то как я, например, выражаю свои проектные идеи, как я рисую, то научиться можно, у меня ссылка в описании к видео и в шапке профиля. Там можно перейти на мой сервис Boosty, там тарифы очень гуманные, за 200 и за 400 рублей. За 400 рублей прям огонь, можно прям научиться, да. Рекомендую это сделать и не страдать, не пробивать головой стены. А если мой стиль вам кажется хорошим, то welcome туда. В описании клик, подписывайтесь и практикуйте. Один небольшой лайфхак про вот именно вот этот тип линера. Я когда проводил свои курсы, у меня были там однодневные курсы, например, по вот этому, по рисованию вот этим инструментом. И там очень интенсивно. То есть, приходят студенты, и это как, я не знаю, как, очень интенсивно. Очень много работают, очень много рисуют, потому что я заставляю это делать. Потому что я так уже научился. И к концу, к середине дня, может быть, даже, да, линер превращался в лохмотья, вот в такие лохмотья. То есть он терял свои способности рисовать супер тонкую линию и супер толстую. Супер толстую мог рисовать, но линия становилась ватной. Что нужно, оказывается, было делать? Короче, я взял и заточил его. Взял бритвочку и вернул вот эту вот форму. Вот эту вот форму линера, как раз из-за которой очень удобно работать в моем типе графики. Просто заточив его.
понимаете, просто заточив. Мне в голову как-то не приходило, что линер можно заточить. Я знал, что можно фломастеры, маркеры, там, заливать спирт, ну и будет снова вторая жизнь у этого инструмента, но чтобы затачивать, мне в голову не приходило. Ну вот, оказывается, можно. Еще огромный плюс вот этой истории в ее потрясающей бюджетности. Я, в принципе, топлю обычно за перьевые ручки, дорогие перьевые ручки. У них есть огромное количество плюсов, потому что прям превосходную графику можно делать ими, да, можно делать. И нельзя делать вот такой штукой. Но у этой штуки есть практичность и бюджетность. Вот такая радость стоит, по-моему, на момент покупки ее рублей 250, кажется, если ничего не путаю. И брал я ее в Арт-квартал, да, кажется, там. Ее самой заточки, если прям не интенсивно очень, миксовать с другими инструментами, хватает довольно надолго. Насколько мне его хватает, я обычно не отслеживаю, потому что я покупаю, там 2-3, и они как-то между собой живут. Я не понимаю, сколько он живет. Довольно долго. Меня прям со всех сторон устраивает. Я думаю, на месяц точно вот этой вот штуки хватает за глаза и за уши. И я обычно миксую его с какими-то другими материалами или рисую одно время одним инструментом, потом другим инструментом. Так что вот это супер бюджетная история для того, чтобы использовать каждый день и не иметь никаких там проблем с графическим выражением. Опять же повторюсь, что все это, вот моменты, которые делаются вот этим инструментом, это такая, все-таки намного более грубая история, чем история, например, рисования пером. Но я сознательно иду в нее, потому что оптимизация. И вопрос бюджетности может быть для тех, кто только начинает скетчить. Например, непонятно совершенно, зачем покупать за много-много тысяч там какую-нибудь дорогую, супердорогую перьевую ручку, потому что еще скиллов нету соответствующих, и трудно реализовать. А вот такие простые штуки реализовать просто. И вот еще немножко расскажу про оптимизацию, потому что я постоянно стремлюсь к тому, чтобы унифицировать процесс, и для того, чтобы у меня был минимальный набор инструментов, я все равно мог делать вот такую вот хорошую графику хорошего уровня. И постепенно через рисовальную историю, через огромное, чудовищное количество практики выкристаллизовываются те моменты, которые помогают мне делать именно мой тип графики. И вот это один из таких выкристаллизованных элементов. И в чем оптимизация заключается? В том, что, опять же, повторюсь, я делаю очень тонкую линию одной гранью, вот этой тык-дык, уголком, и очень широкую. И на сочетании двух этих линий через призму моей техники и понимания там, как работает линия, как работает пятно, как работают массы, как работает форма, через вот это вот я могу сформировать эффектное изображение не очень большим количеством телодвижений. И в этом тоже происходит оптимизация. Потому что все время, если очень много практикуешь, то тебе хочется делать как можно меньше, потому что человек ленив, просто это жизнь, вот мы такие, ленивые. Человек ленив, а сделать ему нужно много. И организм сам начинает делать вот эти вот поиски, как мне сделать меньше, а получить результат больше. Вот это все происходит через практику и через школу, и через технику. У меня итальянский бэкграунд, вы знаете, вот у меня требования к себе такие, там уровень нормы, который формирует мне Италия, а плюс лень и плюс какие-то технические штуки, которые я себе выбираю. И вот в этом есть большая оптимизация. Вот этот линер молодец. Что еще важно в этой моей истории, это простота. Потому что мои иллюстрации, мои проектные эскизы, вот эти вот мои идеи, они построены на супер простых паттернах графических рисования, которые я преподаю в моих уроках на Бусти и в моих курсах очных, когда приходят ко мне студенты. И потому что это супер простые штуки, вы же видите, супер простые штуки. Но, тем не менее, они складываются в хорошую графическую картинку. И это все выглядит очень симпатично. И поэтому вот простота мне близка. И этого же я ищу и в инструментах. И вот он предельно простой, классный. Состоит из двух штук. Пишущий стержень, сама ручка и колпачок. Все. Потерял ты одно, потерял ты другое, взял, купил другой, потому что он бюджетный. Вот просто. И вот с этой вот историей мне что нравится. Такого типа есть еще параллель пен. Я его тоже часто использую. Это японская ручка для каллиграфии. Но у нее какие-то странные проблемы, как мне кажется, здравого смысла. Потому что она рисует лучше, чем вот этот линер. И у нее графические возможности сильно больше. Но в чем проблема-то заключается? Вот в этой штуке. Вот в этой.
том, что у нее нету цеплялки на карман. У нее просто нету. У нее там какая-то бионичная, странная модернистская форма. А вот эту вот штуку, потому что здесь нормальные обычные крепления, я радостно цепляю на карман, и она у меня там постоянно присутствует. И так как это супер бюджетная история, и мне нетрудно купить их 10, например. Ну, нормальная себе инвестиция в рисование, развитие. Вот здесь у меня постоянно один висит, там в сумке, например, другой, там еще где-нибудь третий. И я не остаюсь без пишущих инструментов, потому что он настолько бюджетный, настолько простой, что его можно раскидать по тем местам, где ты присутствуешь, ну, хоть, я не знаю, там, где ты кушаешь, положи, где ты спишь, положи, где ты бываешь иногда, положи, чтобы всегда был под рукой. И нет проблемы. Ты все время, ты не забыл его никогда. Он у тебя в избытке под рукой. Про эффектность рисования вот такой штукой. Ну, вот здесь микс, конечно, микс между перьевой ручкой, которой я рисовал тонкие элементы, и вот этой, которой я добавлял интенсивные тени. Но тем не менее, если бы я не пришел сюда вот с этими интенсивными тенями, вот этим линером, то этот эскиз не выглядел бы так, он не бил бы так издалека. Вот, например, здесь тоже вот эта перьевая ручка, вот это сам линер. И он дает вот именно вот эту вот эффектность, которая вытаскивает эскиз из пространства листа. Он может работать соло, но немножко грубовато, но в сочетании, например, с каким-то тонко пишущим инструментом, это вот как раз и дает вот эту вот визуальную эффектность, визуальную объемность, визуальную интенсивность. Например, на микроскетче вот этой вот часовни все как раз и построено на такой довольно простой форме, в которой приходят интенсивные пятна и создают такую прям радикальную, ультимативную эффектность. Видите? Или вот, например, идея Кремля, и тут же я приношу туда тени. Тыдын. Тыдын. Сразу он вылезает из листа. Вот, собственно, так это все и делается. Например, приношу теневые области, и сразу же, тут же, все становится супер эффектным. Это к тому, насколько просто может быть вот это вот вау-изображение, если знаешь как. Ну, собственно, я знаю как, и то, как я знаю, ссылка в описании к видео. Мой сервис Boosty, там уроки, приходите, учитесь, перенимайте мой стиль, я только за. Там и по технике работы пером и тушью, и по технике работы линерами, и ну, всякие вот такие вот. Все супер практичное, что я использую в своей жизни, в своей работе. И в этом европейском контексте, и в русском контексте. И еще раз я хочу немножко захватить вас той историей, что рисовать быстро, эффектно, просто симпатично можно в любом месте. Где тебя застал миг, где тебя застал момент, жизнь, ты падаешь, садишься вот здесь и берешь, смотришь, вокруг тебя красивый пейзаж. Ну, у меня, например, Санкт-Петербург. И есть немножко кофе, есть вот такие простые инструменты, простые, ничего сложного, ничего дорогого. Меня сюда привезло моноколесо, но раньше я так вообще ходил пешком прям очень интенсивно. Ну, без разницы, хоть машина, хоть самокат, хоть что. Растопырить вот эту вот штуку, сделать свою умную историю и наслаждаться жизнью, да. В общем, надеюсь, вам было полезно и интересно. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если хотите научиться рисовать в такой графике, как у меня, ссылка внизу в описании. Boosty сервис, переходите, подписывайтесь, практикуйте и рисуйте, как я. Всем чао-чао, меня зовут Эдуард Кичигин. Всем пока.